海神第9考完成，海神再现，所有魂环修为提升50000年。Сейчас Тансан проходит 8-е испытание морского бога. Большую часть он уже выполнил, а именно воскресил Сяову, стал титулованным и собрал все кольца на первом духе. Для завершения 8-го испытания Тансану еще нужно найти оставшиеся 6 колец на молоте чистого неба и сразиться с чудо-китом, который почти достиг возраста 1 000 000 лет. Это будет очень интересная битва. Ну а победив чудо-кита, Сан получит последнюю недостающую ему духовную кость. Но каким же будет последнее 9-е испытание Тансана? Будет ли оно самым трудным? И какие награды Сан получит, выполнив заключительное испытание морского бога? Давайте узнаем. Для прохождения последнего испытания Тансану пришлось оставить перевал Дзялин и отправиться к острову морского бога. Все события следуют практически сразу одно за другим. Наследование морского бога произошло в его храме в Божественном царстве, которое началось с жертвоприношения высшей жрицей острова Босайси, встречей с самим морским богом, удалением духовных костей Тансана и получением божественного одеяния, а затем завершилось исправлением трезубца морского бога и полным унаследованием божественного положения. 9-е испытание называется «Наследие морского бога». Первоначально это должно быть испытание 6 желаний. Сюда входит похоть, тщеславие, достоинство, приятные звуки, хорошая жизнь или смерть и чувственность. Однако из-за 8 паучьих копий Тансана испытание изменилось на тест 7 эмоций. В процессе испытания все духовные кости Тансана были буквально вырваны из его тела и превратились в божественные доспехи. Таким образом произошло преображение Тансана в морского бога. Радость. Первой была удалена его внешняя духовная кость. Паучьи копья превратились в 8 крыльев морского бога, которые стали частью божественного одеяния. Гнев. Следующей была духовная кость его правой руки. Дамин наконец эволюционировал и стал лазурным драконом, совершив подвиг, который не мог закончить глубоководный король китов. Эта духовная кость превратилась в вооружение правой руки морского бога. Печаль. Следующей была его кость правой ноги. Иллюзия показала события, когда Аинь пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти Танхао. Появилось вооружение правой ноги морского бога. Страх. В иллюзии было показано, как Сяову пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти Тансана. Его кость превратилась в вооружение левой ноги морского бога. Любовь. Следующей была его черепная духовная кость. Иллюзия показала, как Сяову попросила Тансана расчесать ей волосы. Его фиолетовое око также достигло пика. Кость духа превратилась в корону морского бога. Зло или ненависть. Следующей была его духовная кость туловища. Сознание короля китов появилось вместе с костью туловища в виде фантома, но не смогло прервать его наследство, а затем превратилось в пурпурного дракона, после того, как его тело превратилось в пыль. Кость духа превратилась в вооружение туловища морского бога. Желание. Последней духовной костью, которая была удалена, была его кость левой руки. В иллюзии Тансан увидел Цянь Сюэ. Его кость превратилась в вооружение левой руки морского бога. Изменение каждой духовной кости Тансана сопровождалось неимоверной болью. Эта обжигающая боль была такой, словно кто-то резал ему спину пилой. С хрустящим звуком у Тансана была насильно вырвана кость, но Тансан должен все выдержать. По условиям испытания, если удаление духовных костей будет остановлено, наследование будет принудительно прервано. Последствия прерывания наследства в худшем случае смерть. Испытуемый не может покидать 2-метровый диапазон платформы, не может менять позу во время удаления кости. В противном случае это будет рассматриваться как отказ от наследства. Да, Тансану пришлось туго, но в итоге все получилось. В конце он смог восстановить сердце морского бога в трезубце, соединив бусину синего кита и мозг короля китов. Награда за завершение всех испытаний была щедрой. Тансан получил должность морского бога, превратил духовные кости в костюм морского бога и увеличил возраст колец на 50 000 лет. Это лишь описание 9-го испытания Тансана в общих чертах. На самом деле оно было самым сложным из всех. Если вам будет интересно узнать больше, напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр и всем пока.